Во что верили в древнем Иране? Мы знаем о великой персидской цивилизации, которая захватила половину Азии, вторглась в Европу и едва-едва не уничтожила цивилизацию скифов и Древнюю Грецию. Про греков мы достаточно знаем о том, кому они поклонялись и в каких отношениях между собой состояли Зевс, Артемида, Гермес или Уран. А вот кому поклонялись их соперники. В Персидской империи люди поклонялись уже не языческим божествам, а пришли к более-менее строгому единобожию, но это были не Иегова, чей культ не стал популярен, не Христос или Магомед, которые родятся много позже. Персы изначально были частью мигрирующего народа, который называл себя арийцами, что означает благородный или свободный, и не имел никакого отношения к расе. Одна ветвь поселилась в регионе, ныне известном как Иран, первоначально известном как Ариана, земля арийцев, и вокруг него до 3-го тысячелетия до нашей эры и упоминается как индоиранцы. Другая ветвь обосновалась в Индии и известна как индоарийцы. Так как оба они произошли от примерно той же среды и культур, они разделяют общую религиозную систему верований, которая будет развиваться как ведическое учение в Индии и ранее иранская религия, а далее зороастризм Персии. Обе разделяют ключевые понятия и типы сверхъестественных существ. Что интересно, через некоторое время в Индии произошла революция Пурохит, в ходе которой бывшие демоны стали богами, а боги – демонами, что определило сложные отношения Индии и Ирана, в котором девы остались злыми сущностными, а не благими созданиями деви, как в Индии. Древняя религия индоиранцев может быть лишь приблизительно восстановлена, как примитивный анимализм, поклонение священным зверям, грифонам, львам, орлам, которую можно видеть у современных им сибирских скифов. Сцены терзаний зверей, причудливые рогатые головные уборы, одежды с крыльями, приметы этого забытого культа. Ранние иранские божества были почти полностью переосмыслены Зороастром, но многие сохранили свои первоначальные функции в большей или меньшей степени. Как эти божества почитались дозороастрийскими персами, неясно, но несомненно, что ритуалы включали огонь, считающийся божественным элементом, а также богом, проводились на открытом воздухе и возвышали высший принцип добра, воплощенный в существе Ахура Мазды, нового верховного божества зороастризма. Небо было шаром, подвешенным посреди небытия, и внутри него Ахура Мазда выпустил воду, а затем отделил воды друг от друга землей. Элемент неба поднялся высоко над землей и прошел под ней. На земле Ахура Мазда распространил всевозможные виды растительности и наполнил ее своей собственной жизнью, а затем создал Гаваевотту, изначального быка, который дал жизнь всем другим животным, которые будут питаться и удобрять растительность. Устроенный вселенский рай гармонии и добра начал коверкать и уничтожать антипод Ахура Мазды, по обрывкам сведений, брат-близец, Ангроманью или Ариман. Но современный зороастризм, а поздние и перенявшие тезис христианства, считают Аримана либо высшим ангелом, либо побочным эффектом от творения жизни, но существом слабее Ахура Мазды и оттого обреченным на поражение, и не имеющим сил создавать жизнь самому, а лишь коверкая добро и благость, во тьму, холод и зло. Ариман убивает изначального быка просто из злого побуждения, и он становится луной, которая успела, однако, дать жизнь всему сущему. Затем Творец создает первого человека, который красив и ярок, как солнце, и таким образом привлекает внимание Ангроманью, который убивает его. Солнце очищает семя Гая Мартана в земле, и 40 лет спустя из него происходит растение ревеня, которое вырастает в первую смертную пару, Машью и Машьянок, в которых Ахура Мазда вдыхает дух жизни, который становится их душами. Творец дарует им свободу выбора, воли и умение отличать добро от зла, и этот подарок станет роковым. Машья и Машьянок живут в полной гармонии с животными мира, друг с другом и с Ахура Маздой,
пока Ангра Майнью не приходит в их рай и не соблазняет их, заявляя, что он их создатель и хозяин мира, и что Ахура Мазда обманывает их. Пара не может забеременеть в течение 50 лет после своего падения, и когда Машинок наконец родила, они с Машей съели детей, потому что потеряли чувство равновесия и разума. Спустя много лет после этого рождается еще одна пара близнецов, которые станут прародителями человечества. Однако из-за того, что первая пара приняла ложь, рай был потерян, и теперь люди будут жить в конфликте с миром природы и друг с другом. Человек, выбравший путь Ахура Мазды, должен следовать завету о несвершении злого, непобуждении ко злу и недопущении зла в мыслях, тогда земная жизнь его будет легкой и гармоничной. Выбравший же путь Аримана станет разрушителем и сеятелем раздоров, и рано или поздно придет к фиаско. Кроме того, в зороастризме почитались и иные сущности божественной природы. Митра – бог восходящего солнца, заветов и договоров. Хваркшата – бог полного солнца. Ардви Сура Анахита – богиня плодородия, здоровья, воды, мудрости. Рашну – ангел, праведный судья мертвых. Веритрагна – бог-воин, борющийся со злом. Ваю – бог ветра, отгоняющий злых духов. Тири и Тиштрия – боги земледелия и дождя. Атар – бог божественной стихии огня, олицетворение огня. Хаама – бог урожая, здоровья, силы, жизненной силы, олицетворение одноименного растения, соки которого принесли просветление. Священным животным считалась собака, верный друг человека, которую было под страхом смерти запрещено обижать. Птица Симург – еще одно полубожество Ирана и родич славянских птиц – сирен. Симург был огромной птицей с головой собаки, туловищем павлина и когтями льва, достаточно большой, чтобы с легкостью поднять слона, который жил циклами в 1700 лет, прежде чем погрузиться в огонь, созданный им самим, и умереть. И возродиться – предшественник более позднего мифа о Фениксе. Большая птица Чемрош с телом собаки, головой и крыльями орла помогает разносить семена с великого древа, а также защищает персов от угроз со стороны неперсов. В то время как на противоположной стороне находится огромная птица Камак, которая стремится помешать всему добрый Чемрош намерен. Птица Хума, во многих отношениях похожая на Симург, даровала царский титул и обладала всей мудростью веков, в то время как гигантская хищная птица, известная как Рок или Рукх, вершила правосудие над теми, кто думал, что сможет избежать его. Ариман по традиции создал свои аналогии божественных существ. Ночной вампир Аль был частью более крупной группы злых и опасных духов, известных как Хравстра, которые беспокоили, разрушали, а иногда и уносили жизни людей. Хравстра были невидимыми, но проявляли свои намерения через наблюдаемую природу в виде жалящих муравьев, ос, жуков-истребителей урожая, пауков, лягушек, грызунов, змей и хищных зверей. Собака считалась лучшей защитой от этих духов, а также от их физических проявлений. Одним из самых могущественных невидимых духов были джинны, которые, в отличие от любого другого существа, были коллективно нейтральны в войне между добром и злом. Джинн мог исполнять одно желание, но мог исказить и придать результат. Считалось, что джинны особенно любят уединенные места, такие как пустынные равнины и оазисы, поэтому купцы и путешественники несли амулеты для защиты от их влияния. Перис – крошечные красивые крылатые существа, обычно женщины, которые могут доставлять важные послания от богов, или, что также легко, украсть и спрятать какой-нибудь важный объект или сбить с толку человека. Едва ли не полный аналог фей в кельтской мифологии. Еще одной серьезной угрозой порядку и человеческому счастью был дракон, известный как Ажи, и самым страшным из них был Ажи-Дахака, который описывается как трехголовый, шестиглазый, обладающий 1000 чувств. Самый могущественный, чтобы разрушить мир доброго начала.
Из интересных особенностей зороастризма нужно отметить запрет на кремацию или захоронение мертвых, так как это осквернит священные стихии. Вообще любой контакт с умершим телом, даже животного, был крайне нежелательным. Зороастрийцы строили огромные гробницы или башни, где просто складывали умерших, доверяя их птицам или зверям. Акт зороастризма строго относил гомосексуализм к смертным грехам, не менее тяжким, чем убийство. Считалось, что этот акт полностью коверкает божественную природу человека, а значит, это угодное Ариману деяние. Более того, гомосексуалы считались демонами, которые действуют в человеческом теле, оттого никакие моральные нормы в их отношении применять уже нельзя. Зороастризм в настоящее время является национальной религией небольшой группы зороастрийцев-бехдинов, выходцев из Ирана. В Индии их называют парсами, в Иране гебрами, дословно неверными, общее число последователей не превышает 200 тысяч человек. Самыми известными из которых были российский астролог Павел Глоба и солист группы Queen Фредди Меркьюри, Фарух Булсары. Понравилось? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Напишите в комментариях, встречались ли вам в жизни зороастрийцы.